Индустрия вооружения не стоит на месте и продолжает развиваться в странах планеты. Изобретается новое оружие и боевые машины. Большинство стран ведут разработку бронетехники с определенной, нужной на данный момент характеристикой. Не отстают в этом плане и российские разработчики. Новостью стало создание универсальной боевой платформы «Бумеранг». «Бумеранг» заявлен интегрированной платформой для военных целей, на его базе собираются создавать небывалые до сих пор модели броневой техники. Разрабатывает бронемашину военное промышленное предприятие с начала 2000-х, и этим же предприятием планируется выпуск. «Бумеранг» разрабатывался на проектах «Гильза» и «Росток», но от них отреклись российские военные, они мотивировали отказ тем, что техника не соответствует запрашиваемым требованиям. К примеру, бронетранспортер «Гильза» должен посередине корпуса размещать силовую установку, также планировалось поставить боевое вооружение, аналогичное с БТР-82, и динамическую защиту. Вышедшая бронемашина оказалась неудачной, не было пространства внутри и дальше модернизировать «Гильзу» не стали. Однако благодаря опыту, связанному с работой над прошлыми проектами, создание «Бумеранга» велось продуктивно. Самые лучшие решения конструкторов перенесли на эту модель, поэтому «Бумеранг» значится новейшим поколением бронетранспортеров, а не модернизированным образцом. Представление модели произошло в 2013 году на показе узкой аудитории Russia Arms Expo. Последний названный срок поступления «Бумеранга» в армию России – 2022 год. Устройство «Бумеранга» соответствует техническим требованиям. Весит модель 20 тонн. Посадка и высадка десанта производится с кормы. Платформа оснащается боевым вооружением, которым можно управлять на дистанции. Силовой агрегат – четырехкратный дизельный мотор УТД-32 с турбонаддувом, мощностью 510 лошадиных сил, с гидромеханической трансмиссией и гидрообъемной передачей, расположен в переднем корпусе бронемашины. У модели сохранился общепринятый колесный вид 8х8. Водометные моторы, размещенные в задней части корпуса, помогают передвижению по водной поверхности. Находящиеся над корпусом воздухосборник и шноркель делают беспроблемным доступ воздуха к герметично закрываемому двигателю и внутренним отсекам. Бронетранспортер с легкостью перемещается по пересеченной местности, развивает скорость по шоссе 100 км в час с запасом хода 800 км. Увеличили пространство отсека для десантников, что добавило удобства и комфорта, так как в армии у солдат в настоящее время больше снаряжения. К тому же выбраться с просторной машины намного проще. Создавая «Бумеранг» ВПК 7829, использовали многослойное бронирование с содержанием керамики. Этот вид защиты во много раз больше эффективен, чем гомогенная защита. Главной своеобразной чертой, которой отличается многослойная броня, это показатель защитных свойств от кумулятивных снарядов. Согласно с техническим заданиям, у лобовой брони БТР должно быть соответствующее противостояние от противотанковых гранат, крупнокалиберного и малокалиберного пулемета, артиллерийских снарядов малого калибра. О «Бумеранге», к сожалению, информации о тактико-технической характеристике и двигателях пока нет, ее держат под секретом. Но тот вариант БМП, продемонстрированный 9 мая, содержит боевое вооружение, управляемое дистанционно, 30-мм автоматическое орудие 2А-42, пулемет ПКТ, комплекс противотанковых ракет, управляемые ракеты «Корнет». Автоматическая пушка содержит боевой комплект в 500 снарядов. Огонь ведется оператором-наводчиком, командиром бронетранспортера. Боевые комплекты изолируют от близкого соседства с десантным отделением и командой. «Бумеранг» также оснащают многообещающим автоматическим боевым вооружением, а АУ-220М или «Байкал» так неофициально назвали эту боевую единицу. У него в наличии 57 мм, пушка со скоростью 120 выстрелов в минуту, боевой комплект рассчитан на 200 выстрелов на расстояние 12 км. Это орудие скорострельное и способно поразить любые цели, но исключения все-таки имеются – это тяжелые танки и специализированные долговременные огневые точки. Эксперты отмечают, что 57-й калибр способен вести огонь на поражение по легковым бронемашинам, укрытиям неприятеля, высотным целям. У «Байкала» необитаемое вооружение в виде башни управляется из бронемашины. Бронетранспортер «Бумеранг» предназначен транспортировать груз пехотной роты, поддерживать огнем и прикрывать корпусом солдат, идущих в наступление.
Возможно преодоление водных преград для выполнения поставленной цели. Эти показатели разрешают использовать БТР сухопутным войскам и военно-морскому флоту для морского десантирования. Первоначально опытно-конструкторские работы собирались завершить в 2015 году, но эти сроки неоднократно смещались. Последний названный срок поступления «Бумеранга» в армию России – 2022 год. Учитывая новизну его конструкции, для России это неудивительно. Разработчиками планируется модернизировать бронетранспортер и на его основе создать новые модели, такие как мобильный противотанковый комплекс, БМП, колесные танки, бронетранспортеры, другие виды спецтранспорта. Все модели будут не похожими друг на друга и каждая с особенным вооружением. Уже есть в наличии созданные на основе «Бумеранга» бронетранспортер К-16 и боевая машина для пехоты К-17. Несмотря на то, что концепция «Бумеранг» отличается от привычной нам, она оправдана и он заслуживает скорейшего принятия в строй. Чтобы поддержать канал, поставьте лайк и подпишитесь. Это очень поможет мне в создании новых видео. А мы увидимся в следующем видео.